Как-то выдались погожие осенние деньки. Было тепло и лучи солнца мягко касались всех, кто выходил на улицу. В такую погоду Марк решил вывести Спайка на природу, заодно и самому отдохнуть от городской суеты. Спайк немного оживился, но что-то его временами настораживало. Марк списал все это на периодическое ухудшение самочувствия. Чтобы отвлечь собаку от боли, он решил ее фотографировать. Лежащий на листве Спайк, бегущий средь травы Спайк, селфи Спайка с хозяином фото получилось много. Довольный Марк стал пересматривать получившиеся снимки. Но на последнем он вдруг остановился. Подсознательно человек уловил нечто странное на этом фото. Марк стал присматриваться внимательнее. На этом снимке он с собакой был на фоне густой, бурой листвы зарослей кустарника. Место было затемненным, лучи солнца не проникали сюда. На этом темном фоне вырисовывались какие-то странные очертания. Возможно, это была лишь игра света и воображения, но выглядело все подозрительно. Чтобы отогнать навязчивые мысли, Марк решил поиграть со Спайком. Но, оторвав взгляд от дисплея, он не увидел собаку рядом. Да и обстановка вокруг словно решила пошутить над смутными опасениями человека. Солнце спряталось за облака, сделав поляну тусклой, даже мрачной. Но не это было странным. Странно, что разом смолкли все звуки вокруг. Где птичий щебет? Даже листья будто замерли. Обернувшись, Марк наконец-то заметил Спайка. Тот стоял возле кустов, на фоне которых они фотографировались в последний раз. Собака вытянула голову в сторону листвы, прислушиваясь или приглядываясь. Хвост насторожился и приподнялся. Марк не слышал о том, чтобы в этой части загородного леса встречались дикие животные. Они обходили место стороной, потому что здесь часто появлялись люди. Никто из отдыхающих никогда не говорил ничего плохого об этой местности. Вдруг Спайк начал громко лаять. Затем лай сменился поскуливанием. Собака сжалась и попятилась к ноге хозяина. Лай чередовался вытьем. Но что так насторожило и даже напугало Спайка? Марк не видел никого, но сердце сжалось от неясной тревоги. Из кустов никто не показывался, но Марк даже с собакой не решился бы раздвинуть листья. Лучше уходить отсюда. Марк стал отходить, подзывая Спайка за собой. Мужчина отвернулся и явственно почувствовал на себе тяжелый взгляд. Он резко обернулся, никого. Но чувство, что кто-то за ними наблюдает, не покидало его. Марк ускорил шаг, Спайк следовал за ним, не переставая гавкать. Они уже покинули поляну и попали на пустырь без травы. Земля еще была влажной после ночного дождя. Внезапно Марк остановился, перед ним был странный большой след. Глубокий отпечаток и размеры еще больше усилили тревогу мужчины. Спайк тем временем начал рычать. Сердце Марка бешено заколотилось, а по спине пробежал озноб. Впереди показалась машина Марка, он рванул к ней, потянув Спайка за собой. Возможно, воображение вконец разыгралось, но Марку слышались тяжелая поступь, и это явно не были его шаги. До машины оставалось совсем чуть-чуть, как Спайк рванул в обратную сторону. От неожиданности Марк не удержал поводок в руках. Вырвавшись, Спайк побежал к кустарникам и деревьям. Марк быстро потерял собаку из вида, но он не мог уехать, оставив питомца здесь. Хозяин побежал в ту сторону, в которой скрылся Спайк. Лай собаки служил ориентиром, куда бежать. Но эхо раздавалось со всех сторон, поэтому Марк боялся заблудиться и потерять пса. Марк нашел пса немного в стороне от подозрительной поляны. Собака подбежала к кустарнику, но сбоку. Несколько ветвей было поломано, а остальные угрожающе нависали над Спайком. В следующую минуту ветви стали сгибаться. Со стороны казалось, будто кто-то протягивает корявые лапы. Но нет, это всего лишь ветви. А вот то, что показалось вслед за ними, было вполне реальным. Над Спайком нависла большая темная фигура. Медведь. Вот он, настоящий хозяин леса, решивший отвоевать у людей свою территорию. Вот уж кого не ожидал встретить здесь Майк. Мужчина невольно попятился, а Спайк продолжал стоять на пути зверя. Собака казалась совсем крохой, медведь мог бы ее даже не заметить, не подая на голос. В какой-то момент Марк почувствовал гордость за своего питомца. У лабрадора хоть и есть охотничий инстинкт, но он явно не рассчитан на медведей и других крупных животных. Тем более с тех пор, как заболел, пес утратил все свои привычки и навыки. Он стал более равнодушным ко всему, что происходило вокруг. Но тут пес лаял, как здоровая собака, причем здоровая даже в смысле размеров. Вспомнив про размеры, Марк побледнел, гордость за питомца сменилась страхом за него. Марк стал звать Спайка, но собака не реагировала на призыв хозяина. Тот не мог вернуться один, бросив питомца. Зов хозяина тонул в лае собаки. Оставалось еще только Топтыгину подать голос, что как раз следом и произошло. Но рык получился не таким уж грозным. В этот момент Спайк замолчал.
Марк не понимал, то ли собака принюхивается, то ли гладится о лапу медведя. Медведь продолжал издавать звуки, которые никак нельзя было назвать рычанием. Марк растерялся, не зная, что делать. Казалось, его уже ничто не могло удивить, как вдруг медведь и собака развернулись и вместе пошли куда-то вглубь леса. Марк ожидал что угодно, вплоть до нападения на него с питомцем, но такое поведение животных ошарашило его. Он опасался, что медведь уведет Спайка на гибель. Мужчина неуверенно сделал несколько шагов вслед за ними. Спайк развернулся и, глядя на хозяина, стал потявкивать. «Как будто зовет за собой», — подумал Марк. Он сделал несколько шагов, и тогда Спайк пошел дальше за медведем. Со стороны это выглядело странно. Спереди шел медведь, за ним бежал Спайк, временами оглядывавшийся, чтобы убедиться, что хозяин следует за ними. Если Марк мешкал и останавливался в нерешительности, то Спайк застывал на месте и лаял, пока хозяин не двигался опять. «Куда он нас ведет? Да и как вообще такое может быть?» – недоумевал Марк. Одно радовало, медведь выбирал не слишком заросшие места, хотя, возможно, это была уже давно протоптанная им тропинка. Вскоре спереди Марк увидел то ли хижину, то ли полуразвалившийся дом. Приглядевшись, Марк увидел, что части строения были достаточно крепкими, что говорило о некогда хорошем строении. Медведь уверенно зашел в проем полуразвалившегося косяка. Марк осторожно ступил следом за Спайком. Сразу же в нос ударил запах тухлятины, под ноги попадались останки рыбьих голов. Видимо, медведь облюбовал строение в качестве временной берлоги. Марк уже хотел развернуться, чтобы выйти. Он с трудом сдерживал себя в такой обстановке. Но тут Марк заметил, что Спайк и медведь сели в центре одной из комнат к нему спиной. Казалось, они наблюдают за чем-то, что находится перед ним. Марку стало любопытно, тем более, что Спайка все-таки надо было как-то забирать. Он стал боком обходить медведя. Спасение пленников. Тем временем Спайк стал поскуливать с медведем. Пока Марк медленно приближался, то стал понимать, что голосов в скулении гораздо больше двух. Уже ничего не предполагая, Марк наконец-то подобрался ближе и увидел, на что смотрела странная пара. В центре комнаты был квадратный проем, видимо, часть погреба с бетонными стенами. Осторожно заглянув внутрь, Марк в полутьме увидел шевелящиеся комочки. Медвежата. Они упали в погреб и не могут выбраться наружу. Нет никаких остатков лестницы, а в стенах не за что зацепиться. Марк задумчиво посмотрел на медведя. «Так ты, оказывается, медведица. И таким образом позвала на помощь. Понятно теперь, что заставило тебя пойти на территорию людей». Теперь Марк не боялся за себя и Спайка. Он понял, что пока медведица ждет помощи, она их не тронет. Но как помочь ей с медвежатами? Марк осмотрел другие полуразвалившиеся комнаты. В одной из них виднелся проем чердака, а снизу валялась сломанная лестница. Несколько перекладин были целыми и держались достаточно крепко. Марк осторожно опустил лестницу в погреб. Она уперлась в дно. Марк надеялся, что при его высоком росте сломанные перекладины будут незаметны. Он спустился вниз. Хорошо, что крыша была провалившейся, так достаточно поступало света вниз. В противном случае Марк ничего бы не увидел. Медвежат было трое. Они еле двигались, видимо, уже давно находились здесь, поэтому устали и сильно истощились. Марк поднял одного. Он ожидал, что медвежонок будет гораздо тяжелее. Но бедный детеныш был таким, что Марк, не сильно напрягаясь, поднял его на поверхность. Медвежонок пополз к матери. Та бросилась ему навстречу. Один за другим зверята оказались рядом с матерью. Они вылизывала их, а они тесно к ней прижимались. Ясно было, что медвежатам надо было помочь дальше. Даже поверхностным взглядом заметно, насколько они истощены. Марк достал мобильник, собираясь позвонить в департамент охраны дикой природы. Посмотрев на дисплей, он чертыхнулся, сети в этом месте не было. Выбравшись из руин, Марк все-таки нашел место, где появился сигнал сети. Вызвав спасателей и объяснив, что произошло с медвежатами, он стал ожидать зоологов. Уходить раньше них не было смысла, Спайк не собирался покидать медведицу с медвежатами. Да и самому Марку жалко было бросать зверей на произвол. Вскоре прибыли зоологи. Они привезли с собой еду для медведицы и медвежат. Мать позволила людям осмотреть ее детенышей. А счастью, они не пострадали при падении. Забирать медвежат у медведицы было нельзя. После того, как они поели, мать стала мордой подталкивать детенышей по направлению к лесу. Люди поняли, что медведи сейчас уйдут. Марк с беспокойством посмотрел на Спайка, но тот не тронулся с места. Теперь Спайк был спокоен, а потом ушел с Марком. Всю дорогу домой Марк думал над поведением собаки. Как они нашли общий язык с медведицей? Спайк столько лет жил с Марком, но хозяин не знал еще всех способностей питомца.
К сожалению, через пару дней пес умер, заснув вечным сном. Но он навсегда останется в сердце хозяина, как удивительный и необычный пес. Останется в сердце и на фотографиях. Вот Спайк лежит на опавшей листве, вот Спайк бежит, а вот Спайк сидит вместе с медвежатами возле огромной медведицы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.